Дочка у меня молодец. Она хоть инвалид, но она все делает дома. Я хочу вернуть свою внучку. Почему пришли органы опеки, ПДН и так срочно забрали ребенка? Надя инвалид, то ей воспитывать не положено. Как к вам ребенок попал? Ну, потому что папа еще не лишен все-таки родительских прав. Сказали, что изымают девочку из семьи, можно оформить на временную опеку. Мы очень рады, что у нас появилась Галя. Мы ее очень полюбили, она нам как родная. Ребенка забрали, что я нервно больная, но я адекватная. Подлечим Надю, возим, проверим, все ли нормально с ней, не нормально. Вы добровольно отдали ребенка на полгода. Да. Ребенка хочу забрать, и все будет у меня хорошо. Но я хочу еще позвать вашу родственницу. Она просто считает, что никакого шанса у биологических родителей получить ребенка обратно нет. А вот почему, пусть сама и расскажет. Добрый день. 4-месячного ребенка изымают из семьи и сразу передают под опеку в приемную. Ну, возможно это? Конечно, возможно, потому что в некоторых регионах просто нет дома малютки. И что делать? Есть ли вообще у биологических родителей шанс вернуть этого ребенка? Посмотрим. Сегодня в нашей студии Нина Ивановна Ищенко из Новосибирской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Нина Ивановна, что случилось? Рассказывайте. У меня забрали внучки органы опеки. Внучку вашу. Внучку, да. И ограничили, дочь в родительских правах. Угу. И назначили элемент. Так. Незаконно. Ага. И что вы хотите? Я хочу вернуть свою внучку. И дочку. Чтобы она восстановилась в правах. Да, восстановилась в правах, и жила девочка с нами. Сейчас она живет опекуном. Уже сразу ее назначили, сразу с первого дня забрали, и сразу же... А внученьки ваши сколько? 8 месяцев. А забрали ее, когда ей сколько было? 4,5 месяца. А отец-то есть у ребенка? Да, отец у ребенка есть. Он проживает с моей дочкой вместе. Так его тоже ограничили? Нет. А что ему мешает сейчас пойти и забрать ребенка? Если Так, он не ограничен в родительских Так правах? не дают и опекуны, и даже нам сейчас не дают видеться с ребенком. Потому Опекуны? Что, да. А ее-то почему ограничили в правах? Потому что она инвалид первой группы, они думали, что она психованно больная и все. Она попала в аварию в 21 году. Сильно была тяжелая авария. Они поехали с первым мужем, еще у нее первый муж был, к родителям мужа. И они попали в аварию. Фура на них, на такси они были. Фура на них наехала, и муж сразу умер. А Надя еще плохо боролись, хирургия не могли. Кемерово забрала ее, подняла. Она 20 дней лежала в коме. Ну, а потом с комы вышла, стало нормально. Поправляться вообще никак. Ее учили ходить, говорить, она ничего не могла. На коляске я приезжала, она на коляске ездила. Потом она быстрым темпом пошла на поправку. Ну и выписали. То есть она до этой аварии у вас нигде на учете не стояла? Нет, инвалидности нет, у нее не было? Глаза были 100% зрение, все у нее было нормально. А после аварии начались проблемы со здоровьем? Ну как здоровье? У нее глаза плохо видят, почки были отбитые, легкие. Ну, что еще? Так а группа мозг. ей инвалидности? Первая. Почему ей ее дали? Ну, все болезни, общее заболевание, это все болезни, собравшиеся вместе. И дали первую Слушайте, группу. а как же она решилась на беременность в таком состоянии? Ну, она давно хотела ребенка, но только так получилось, что беременность. Ей рожать нельзя было, так ей сделали кесарево. Вот она родила, кесарево сделали. Подождите, но там я слышал, и от вас тоже, в том числе до программы, что была не одна авария с ее участием. Но это там ничего не повредило. Так легонько они просто на поле съехали, и все. А когда это было? Ну, еще девочка была, это самое... Она еще в беременна животе была? беременная, да. Ребенок ничего не пострадал, он нормальный ребенок. Ну, то есть машина всего-навсего 2 раза через крышу перевернулась, но это, в поле съехала. Так и она
И девочка нормальная родилась. Слушайте, а что все-таки явилось причиной? Почему пришли органы опеки, ПДН и так срочно забрали ребенка? Что-то потому должно что- было произойти? Они поругались. Кто они? Ну, вот, Надя и Андрей поругались. Муж ее, да? Да. Ну, он у нас социальный работник работает. Он позвонил, говорит, поговорите. Кто позвонил? Ну, муж позвонил. Позвонил и говорит, поговорите с Надей. А она позвонила фельдшеру и сказала, что они хотели давно еще ее забрать, эту вот внучечку мою. Вот. Кто они? А врачи, фельдшеры, еще в животе она была. Они уже настроены были забрать. Почему? Не знаю, что Надя инвалид, что ей воспитывать не положено. Если она, мол, не сможет его воспитывать. Ее же муж, ну то есть ваш Да, зять еще Андрей, позвонил. сам позвонил Так и он- нажаловался на Вот я хочу поведение понять, Нади. Я хочу понять, что он сказал такого, что они сразу прислали ПДН. Ну, сказали, что она там ругалась, ну, что сильно он ругалась. сказал? Да. Ну, давайте так, мы у вас в гостях побывали, вы нам показали, как вы живете, и познакомились с дочкой с вашей. Давайте посмотрим. А это мой дом, 64 квадратных метра. Втроем живем, дочь с мужем и я. Места много. Вот у нас комната. Вообще там никто еще не живет, кроме собаки, кошки. Это комната моя, сплю здесь. Диван вообще пустой. Иногда я вот только присаживаюсь, давление мерю. То давление у меня подскакивает, потому что ребенка нету. Переживаем все. Девочка очень любила телевизор. Ну, я садилась, она успокаивалась, даже плакать переставала. И вот я ее держала, она так внимательно смотрела мультики. Вот это у нас кухня. Дочь у меня всегда варит, я на работе пока, она у меня все делает. Приеду, она и пол помоет, и сварит. Дочка у меня молодец, она хоть инвалид, но она все делает дома. Коечка моей внучки любимой. Надежда, он плачет все время. Я доченьку люблю сильно, хочу, чтобы она жила со мной. Она, когда у нас дома была, она была чистенькая, одетая, накормленная. Она не плакала, ничего. Сейчас сердце мое отобрали, мою лапочку, мою любимую доченьку. Я без нее не могу. Я буду бороться все равно. Какими способами, но я буду бороться за внучку. Скажите, пожалуйста, а вот эти вот опекуны, у которых сейчас живет ваша внучка, вы с ними вообще хоть раз общались, встречались? Ну, мы же все время ездили к ним, вот, пока вот 12 последний суд не прошел. Пока вашу дочь не ограничили? Да, мы То есть вы до постоянно этого внучку видели? ездили, ну, как нам позвоним, разрешение спросим, приедем, привезем там смеси, памперсы. А сейчас вы с ними А общаетесь? сейчас нам не разрешено. Я позвонила, она на меня наругала. Кто она? Опекунша это. А что она вам сказала? У меня из зубы лезут, ты еще в гости захотела. Да никаких гостей, ничего нам не надо. И все, у опеки спрашивай. А вы на последнем заседании суда-то были? Конечно. И вот когда судья приговор читал, что там было написано? Из-за чего ее ограничили в родительских правах? Ну, Причины? психически больной, вот это. И Подождите, они как психически? начали Вы сказали, что она на учете не состоит. Да, мы их прошли комиссию из 3 человек. Нас отправлял наш психиатр в Новосибирск. Данный диагноз ставят в том случае, когда есть факт перенесения черепно-мозговой травмы, то есть что имеет в анамнезе у данной пациентки. Поэтому он не является показанием к лишению родительских прав. Более того, перед передачей мне удалось пообщаться с пациенткой. Я не увидела там никаких серьезных нарушений, которые действительно могут повлиять, что данная пациентка, скажем
скажем так, не может ухаживать за Ну, ребенком. то есть о недееспособности нет. речи там не идет вообще Нет. никак? Лишение родительских прав – это в результате, да, там, может происходить на основании, допустим, лишения дееспособности, да, конкретного пациента. Это делается по суду, это не вот так вот захотели, да, и сделали. То есть это всегда предшествует определенной диагностике. В стационаре проводит весь перечень необходимых диагностических исследований, в том числе подпсихологическое исследование, на основании которого уже выставляют диагноз. И, опять же, не все диагнозы, скажем так, в психиатрии, это, как правило, большая психиатрия, подлежат тому, что, собственно говоря, могут быть основанием лишения дееспособности пациента по суду. Значит, у вас сейчас не складываются отношения с опекунами. Я просто пытаюсь понять логику этих людей тоже. Ведь за эти 4 с лишним месяца, что они с ребенком, наверняка они к нему прикипели уже. Я хочу Александру, Ильиных и Сергея позвать в эту студию и спросить, о чем они думают и как, по их мнению, должны развиваться события дальше. Здравствуйте, Юля. Тетя Нин, а зачем вы врете, что вы больше месяца, и мы вас не пускаем к себе? Конечно, я позвонила, Вы ты были же меня 10 отругала. числа, Ты же отругала меня. ребенку исполнялось 8 месяцев. По Вы нас не телефону я пускаете. на вас накричала? Да, я даже вам бросила сказала, трубку. у ребенка У меня сидела температура. соседка. У меня педиатр приехал. У ребенка температура. Не было, вы вы что только мне встали. ответили? Так, Потому давайте что- вы сейчас не будете друг с другом говорить, Потому а с что- нами Ну, поговорите. Александра, спали. Сергей, Садитесь, сядьте, пожалуйста, пожалуйста, сюда. я вас прошу. И Мы- расскажите, пожалуйста, как к вам ребенок попал. Ну, потому что папа еще не лишен все-таки родительских прав, даже не ограничен. Мы с мужем детей своих не можем иметь по медицинским показателям. Мы отучились на приемных родителей, ну, все это взвешили как бы. 1,5 года мы стоим в опеке на очередь на удочерение. Нам позвонили с опеки, сказали, что изымают девочку из семьи, пока можно оформить на временную опеку. Но может быть, если ограничат родители, что с дальнейшим можете удочерить. Вот вам в каком состоянии к вам попала девочка? Вы ее забрали же практически сразу после того, как ее из семьи забрали, да? Ребенок был беспокойный. Ребенок плакал постоянно. Она очень туго какала. Бедный ребенок мучился, потому что вы ей меняли смесь. Все время меняли смесь. Там были очень грязные ушки, мы были в шоке. Пупик был грязный. Все-таки органы опеки, вот сейчас, когда уже прошло 4 месяца с лишним, да, что вам говорят о перспективах этого дела? Что сейчас выйдут в суд по папе, по ограничению папы. А какие основания там? У папы не работает. Папа выпивает явно. А вот вам, когда ребенка передавали, органы опеки что-то рассказали про кровную семью? Ну, что мама там неадекватная, что она бегала по дому с ножом, когда изымали даже ребенка, она бегала с ножом и кричала: «Я себя зарежу». С отцом ребенка вы говорили, какие у него намерения? Отец говорит, что им не столько ребенок нужен, сколько они за алименты переживают, потому что у них и так кредитов очень много, там еще сейчас алименты будут высчитывать. Отец говорит, что я так решил, что ребенку так будет лучше, если он будет где... Я за ребенка сейчас не переживаю, так как он у вас живет. Я вижу, что ребенку хорошо. Мы посмотрели, в каких условиях ребенок жил до того, как органы опеки изъяли. Теперь давайте посмотрим, как вы с ребенком живете. Это наш дом. Мы живем здесь с мужем, с ребенком. Тут я готовлю борщи, супы, вторые блюда, стряпаю. Провели новое отопление, была печка у нас. Сейчас стало электрическое отопление. Печкой пользуемся очень редко, когда морозы сильные. Тут еще комната у нас. Вещи сушатся здесь детские. Вот ванночку детскую мы купили. Тут горка. Удобно и головку, чтобы было мыть. В будущем будет ребенка комната. Это наш зал. Мы здесь спим с мужем, разбирается диван. Здесь спит ребенок. Сейчас спит девочка. Кроватку новую купили. Сами сделали, чтобы не ударялась девочка. Это наша свадьба с мужем. Вот уже Галя у нас тут. Бассейн детский.
Ее переодеть можно было, она может отдохнуть здесь. А внутри у нас, если разобрать, все отсюда вытащить, там у нас игрушки. Это наши детские вещи. Пеленочки, шапочки, переднички, костюмчик наш любимый. Мы с мужем увидели такой. Очень понравился нам, купили. С ним в больницу все время в нем. Платьишко одевали ей. Как принцесса прям маленькая в нем. Вещей у ребенка очень много. Там уже и весенние, и летние, и родственники отдают очень много. Памперсы, салфеточки, пеленочки. Мы очень рады, что у нас появилась Галя. Мы ее очень полюбили, она нам как родная. Мы очень хотели ребенка с мужем. Проснулась. Ты проснулась. Привет. Сергей, а вы работаете? Да. А кем? У меня малый бизнес, можно сказать. Мебель на заказ делаю. А я так понимаю, что вы даже Андрею предлагали устроиться на работу, верно? Ну да. Отцу ребенка. Да. Почему? И чё, какой ответ был? Ну, сказал, не знаю, подумаю. А скажите, пожалуйста, если вы все-таки предложили ему работу, это значит, что он не работает? Нет, не работает. Он ухаживает за женой. У нее жена первая группа, у нее плохо видит совсем один глаз. Слушайте, вы сейчас слышите, что вы говорите? Здоровый мужик сидит и ухаживает А за А вы вашей, что делаете? Потому за что у вашей них- дочкой, которая должна при этом ухаживать за ребенком. А вы при этом живете в одном просто доме, и вы настраивает. тоже на пенсии. А вы не можете за дочкой ухаживать? Я подрабатываю маленько. Слушайте, так может быть вы будете за дочкой ухаживать, а этот жлоб пойдет работать вообще? Если согласна, и он пускай идет работать. Я останусь за девочкой ходить. Биологические родители, которые вот пока еще родители, они приезжали с девочкой посидеть, Да, посмотреть? приезжали. Да. И как эти встречи проходили? В основном бабушка с девочкой. Родители, Надя ходила. родители могли вообще в другой комнате находиться, когда девочка... Почему? Когда ты предлагала специально кофе попить Андрею, чтобы он сидел и кофе с тобой Я пил. проявляла Я туда уважение к вам. Вы зачем Они все специально предложили ему кофе, а он, значит, специально согласился. Так это, что ли? Он просто мог сказать, я не пойду пить кофе, я хочу посидеть со своей дочкой. Как бы мы сейчас не пытались что-то понять, я вот не понимаю, что явилось изначальной причиной. Неужели только звонок социальному работнику, да, для того, чтобы органы опеки и вся эта машина зашевелилась вплоть до изъятия ребенка? Давайте спросим у Андрея и Надежды, биологических родителей, Психическая больная. Вот. что же там все-таки произошло. Андрей, Здрасте. скажите нам, пожалуйста, почему ребенка изъяли из семьи? Ну, агрессию, что Надя проявляет агрессию. Ребенка забрали, что я нервно больная. Но я нервно не больная, я адекватная. Я все дома делаю. Я и варю, и первое, и второе. Когда приехали органы опеки, как вы себя повели по отношению к ним? Ну, когда они приехали, меня не было дома, я был в магазине. Надя, что вы делали? Меня по дороге Я встретил Просто они участковый. сказали, будешь документы подписывать, опека. Я говорю, ничего, я подписывать не буду. Я просто ушла к маме в комнату, и все, и сидела там. Я говорю, ничего подписывать я не буду. А Всё. ребенок где был? Ребенок с мамой там, потому что из меня на опека руках там был все ребенок. были. Там это все, Они, а он выступал. плакал, он Опека плакал, пришла ребенок. и Конечно, там раскричались, все... там много народу. Хорошо, Ребенок у меня вопрос к разорался. Андрею. Андрей, вы работаете? Нет, не работаю. Почему? Ну, потому что жена не может одна за ребенком смотреть, она плохо видит. Мама есть дома. Мама сутки работает целиком, с утра и до утра. А какого То есть черта мама целиком работает, а сутки. ты, здоровый мужик, не работаешь? Потому что у мамы кредиты, ей надо платить банкротство. Оформляет она. Так И она иди не может. работай и плати ее банкротство, там потому и- что, я напоминаю, ты живешь в ее доме. Так бабушка и против, я бы пошел доработал с радостью. Так иди работай. Ну, так бабушка против, чтобы я не ходил работать, а сидел дома. Вот это бабушка мне. Нина, Я почему вы пытался. против, чтобы он работал? Потому что надо болотно ездить с ней, надо и это.
везде бегать. А я уже что? Я же не могу Я бы с бегать радостью пошел до работы. Слушайте, ну давайте так. Вот вы сейчас, Нина, сами себе противоречите. Вы нам сказали, что ваша дочь совершенно в состоянии приготовить, убраться, полы помыть. Ну, так надо И же главное, послушайте меня, и главное, следить за ребенком. Это ее основная функция материнская. Теперь вы говорите, что без мужа и вашей помощи она не в состоянии за собой ухаживать, не то Почему что за собой? ребенком. Она за собой Так ухаживает. зачем он дома сидит тогда? Просто у нее зрение. Она вот идет ступеньки, она может обступиться и упасть. А если она с ребенком на руках идет? Да, ну, она никуда без нас не ходит. Я же дома. Так я бы пошел работать, но Андрей, вы судимы? тем не менее, да, судимый. По какой статье? Разбой. А сколько вы сидели? 5,5 лет. Один раз сидели? Нет, не один. А сколько? 4. 4 раза? И все 4 раза за разбой? Нет, за кражу. И сколько в общей сложности вы отсидели? 12 лет. Андрей, Да-да. какую бумагу вы подписали органам опеки и зачем? Ну что это, ребенка заберут на полгода, пока мы подлечим Надю, свозим, проверим, все ли нормально с ней, Вы ненормально. добровольно отдали ребенка на полгода. Да. Вы намерены ребенка забрать? Вы же не лишены родительских прав. Что да? Но мне, чтобы его забрать, мне надо иметь свое жилье. Ну, вряд ли его кто-то отдаст мне, не имея своего Мы жилья. заберем. У меня я как заберу. бы есть жилье, Что Надя дом имеет право воспитывать родительский, ребенка, но сказали. он непригодный. к Давайте жилью. перестанем лукавить. Вам ребенок нужен или нет? Мне-то нужен. Нет. Зачем? В смысле, зачем? Ну, зачем вам ребенок? Ну, он же отец, как не надо. Какой Я он отец, спросила у если него. он ни копейки не заработал для Вот этого знаете, ребенка? 4,5 месяца он за этим ребенком и ночами, и днями ходил. Он трёсся под ним. Андрей, вот тут пока жена сидит, теща рядом сидит, конечно, вы можете говорить все, что угодно. Но мы-то знаем, что вы точно не хотите возвращения этого ребенка в семью. Говорите, это при... Возможно, да. Вот. А почему? Ребенка- Ну, потому что Надя Я нервничает часто, заберу. вот и все. Она неделю ничего, потом может 2 дня кряду нервничать, потом опять неделю ничего. Ну, и хоть тут и психолог То есть у неё говорит, что, ну, это нормальное Это признали состояние. нормальным. Ну, для меня это ненормальное Нормальный даже, признали. я считаю. Её Что нормально она делает признали. в этом состоянии? Все может делать Плачь. в этом состоянии. Орать, бегать, топать, дверями хлопать. То есть Что вы она? понимаете, что в принципе в этот момент она представляет угрозу для ребенка? Ну, и к ребенку она не относится, ну, сама суть, она нарушает покой, я считаю, ребенка. А за ножи хватается? Нет, за ножа она не хватается. Это наговор, я согласен. Это неправда. Нет, конечно. Поэтому вы считаете, что ребенка лучше не возвращать? Нет, я хочу нет, ребенка, нет. без ребенка Ну, жить не буду. лучше, да, наверное. Нет, нет. Если тебе не надо, значит, можешь идти. Я без ребенка А жить ребенок не нам буду нужен. вообще. Вы когда последний раз ребенка видели, Надь? 10 числа 10 видели. числа я видела, я хочу На день ребенка, рождения. я хочу ребенка, Ну, чтобы смотрите, жил мы со вам мной. сейчас никак не можем отдать ребенка, пока... Пожалуйста, Послушайте, помогите мне. опять, это не от нас зависит, а только от вас. Давайте посмотрим, как ваша дочка живет с Александрой и Сергеем. Ты зайка. Зубки, зубки, зубки. Пойдем, пойдем вот сюда, вот садись. Зубки, зубки. Зубки, зубки, давай мазать зубки, скорее, скорее. Вот так вот, грызи, грызи. Это у нас щеточка специальная и гель, когда зубки режутся, чтобы охлаждало. Замораживать десна. Вот, сразу плакать перестал. Нижние вылезли зубки, сейчас верхние не могут пробиться. Сейчас мазь подействует, и можно будет пюрешечку ей дать. Ты солнышко наше лучистое. Да. Сейчас, мам, ням-ням, да? Ням-ням будешь? Морковочку будешь, Галя? Да. А мама? Ням-ням-ням. Вот молодец. Ай, Мака, вот мою умничку. Кать, Кать, Кать.
А большой Миша, где Галя? Миша! Миша! Мишка! Вот такое чудо у нас теперь есть. Как Галя у нас появилась, так в жизни все поменялось. Это наша принцесса теперь. Я вот после работы тороплюсь сразу домой, чтобы увидеть эту улыбку, радость эту. Дочь меня всегда встречает. Сразу папа, папа. Мы будем делать все, чтобы она была счастлива. Вы понимаете, да, что решение суда говорит о вашем ограничении. Вы не лишены родительских прав. Вам нужно найти адвоката, вам нужно пойти в апелляцию, вам нужно добиться, чтобы суд назначил психолого-психиатрическую экспертизу. Вам действительно нужно, просто вот доктор вам это скажет, пройти полное обследование, чтобы понять, что же это у вас за приступы, почему эти приступы агрессии с вами У меня случаются. приступов не бывает. Я вот честно вам отвечаю за слова. Приступов у меня никогда Вы их не бывает. замечаете. Нет, у вас я есть замечаю. человек, который живет рядом с вами, замечаю. который наблюдает Вот у меня мама. особенности вашего поведения. Вы лучше подумайте, что будет, если вы докажете свою дееспособность, и ребенок вернется в вашу семью, если ваш муж так не хочет этого возвращения. Не хочет он. Не Так я и хочет. говорю, давайте Ему не послушаем, надо что он видеть. опекунам говорил. Я же до того, как отдать его куда-то, я ей 2 дня тут объяснял. Я говорю, я один звонок сделаю, и у тебя заберут, ребенка приедут. Это мой ребенок, и я буду делать так, как ему лучше. Я говорю, ты что, куклу родила, которую в угол посадила, она сидит, и делать не надо, говорит, с ней. Вот пусть мечется. Ну, я не думаю, что они что-то смогут сделать. Я зато спокойно сейчас живу и не переживаю. И бить тебе нельзя. Я говорю, вот будь бы ты нормальной бабой, я тебе раз расколотил бы, как в старые добрые времена мужики это делали. Ты бы в следующий раз вообще свой рот не раскрыла никогда больше. На суде, говорю, тебе 100 раз сказано, говорю, ты заткни, говорю, на суде. Ты слушай, говорю, ты там гавкаешь, это соседям, говорю, по окнам стучать бежите, придурочные. Убивают вас тут, можно подумать. Я говорю, как убить, я вас сразу убил бы, и все. И вот теперь вопрос к Андрею. А что у вас, кроме жилья-то, интересно, держит в этой семье, если вы так настроены против и тещи, и жены? Меня ничего не держит. Я бы и не расписывался вот с ней. Ну, это Надя настояла, чтобы я расписался с ней. Мне и без росписи я... Чтобы мог жить. ребенка при родах не забрали. Вы расписались. Должны были при родах ребенка забрать. Ну, я на то Даже время так? так не думал. Почему? Говорили, что их Ну, это фельдшер на фельдшер суде сказала, да. что должны были при родах ребенка забрать, потому что у нее диагноз А такой. наша роспись еще, оказывается, и помешала этому. Почему? Вы расписались, полноценная семья, отец адекватный, и все, вам отдали ребенка. Ну, вот. Слушайте, я ну так давайте так, смотрите, наши походы в органы опеки – это всегда детективная история. Уж там что только не бывает. И прячутся, и закрываются это. В этот раз нас приняли как родных. Сказали, что программу смотрят и даже очень ценят. Семья состояла на учете с июля 2024 года в органах соцзащиты. В августе она была поставлена на учете в комиссии по делам несовершеннолетних по причине злоупотребления алкогольной продукции родителями. Сообщение поступило у нас в конце ноября 2024 года, а отец позвонил соцработнику и сообщил, что планирует уехать совсем из этой семьи в ближайшие 2 дня по причине, что устал от психических истерик жены. Практически 3-ю ночь не спим. Она дико кричит, пугает ребенка. Я пытаюсь оградить ребенка от ее истерик, уходя в другие комнаты, но это не помогает. При выходе покурить на улицу на несколько минут, оставив с ней ребенка, захожу домой, ребенок истерически кричит. Что она с ним делает, я не знаю. Но оставлять с ней ребенка наедине опасно. Такое сообщение мы получили, поэтому вот совместно все службы профилактики выехали на месте, там решали этот вопрос. Отец написал соответствующее заявление, где они просят назначить своему ребенку опекуна. Ребенок оформлен под предварительную опеку сроком на 6 месяцев.
То есть к концу мая опека заканчивается. Мы надеемся, что отец создаст все условия надлежащие для ребенка и заберет, будет воспитывать, сам ухаживать. Ну, отец ребенка не заберет, воспитывать не будет, поэтому... Условий не создаст, да. Понятно. Но я хочу еще позвать сюда вашу родственницу. Это невестка ваша, да? Брата, наверное, даже. Брата, ну да. Алена Павлова, она просто была свидетелем на суде и считает, что никакого шанса у биологических родителей получить ребенка обратно нет. А вот почему, пусть сама и расскажет. Здравствуйте. А я бы к вам хотела бы сейчас поговорить и сказать вам о том, что вы должны были вообще им благодарны. Они вас и привозили, и забирали. А вы что говорите? А вы что говорите? Что она вам запрещает видеться с ребенком? Я сама с ней, у меня соседка сидела. Они клеветают, они очень клеветают, они Подождите, говорят то есть неправду. вы хотите сказать, что для того, чтобы биологические родители вместе с бабушкой увидели Я вообще не ребенка, пускаю. приемные А родители вы их сказали, привозили? Москве. Бабушка Да, здесь, они не сами нужна. на своей же, Сережа на своей машине ездит за ними, их привозит к себе, Почему? потом Ну, не из деревни увозит. же. Мы поговорили, разумеется, с лучшими экспертами нашей программы, с соседями, и с той, и с другой стороны. Послушаем. Сашу очень хорошо знаю. Всегда они дружненько, всегда вместе. Вижу, ее встречает с работы всегда. Ну, а сейчас с этой малышечкой часто видим. То он, то она, то совместно. Катают его всегда, на прогулочки ходят. Саша будет хорошей мамой. Они обои с Сережей заботливы. Так что отличная семья будет у них. Надя, как мама, справлялась нормально. Где, если она не могла, то мама помогала ей. Да, она сюда в магазин ко мне приходила, сколько раз вот сюда садилась, она держала его. Всегда чистый ребенок. Всегда чистый. Она сама чистенькая всегда. Да, что хорошо. И муж, мать была выпившая, вот праздник у них был, она поддала. Ну и все. И забрали сразу. Надька молодец, конечно. Она инвалидность, ну, что сделаешь? Обидеть ребенка нет, это... Она не такой человек. Психических проблем выраженных у нее нет. Нет. Ну, не будет она там кидаться, драться там или что-то в таком роде. Ребенок орал бесконечно. Они к нему или не подходили, или он у них болел. Кормили с магазина молоком. Даже не детским питанием, даже не домашним молоком. Надька, наверное, не пьет. Про нее сказать не могу. Но то, что пьет ее муж и мать, это 100%. Авария ее доконала. С головой вообще проблемы. То ей плохо, то и муж погиб, все такие сяки, и мать из дома выгоняла. Надя мать свою выгоняла. А, умоляю, там это Надя. Она тут их гоняла всяко разно. Она орала: выметайтесь с моего дома. Я в огороде была, у меня просто уши завяли, что она им там говорила. А потом схватила нож и побежала. А что за ситуация с отцом была? Якобы его поранули ножом. Потом он сказал, что он сам поранил себя. Потом этого опять товарища уже тоже якобы тоже как непонятно, как он сам себя опять тоже пыранул. Как-то так странно, говорит, все происходит у них. Одного пырнул, сам себя пырнул, второй, говорит, тоже. Ну что, все пыряются ножами, что ли? На весах, конечно, жизнь ребенка, ну, у них очень большой риск, что что-то с ним случится, с этим ребенком, понимаете? Смотрите, вот что я подумал. Надь, конечно, вас очень жаль. Да, понятно, что вы... Но смотрите, ведь это предел эгоизма, зная о том, в каком вы состоянии, зная о том, что вряд ли вы сможете полноценно ухаживать за ребенком, воспитывать его, забеременеть и родить. Это вы делали для себя, а не для ребенка. Точка. Можно мне, пожалуйста? И здесь, как ни странно, эгоистическая позиция вашего мужа мне гораздо более понятна. А если я забеременею и рожу двоих детей, тоже заберут? Заберут. Есть вероятность. А нет, не заберут. Есть вероятность. Нет, не заберут. Мне кажется, что вот сейчас, в данный момент, очень важно для вас, прежде всего для вас, не для кого-то другого, это сейчас заняться вашим здоровьем.
Да у меня здоровье хорошее, я все понимаю, Надь, я нет, все делаю смотрите. дома, на мне вся работа Надь, идет. подождите. Можно я скажу? Я сильно- только ребенка хочу забрать, и все будет у меня хорошо. Надь, С а ребенка теперь- будет а все теперь- хорошо. Надь, А теперь так послушайте, нет. Надь, А так я себя просто, я просто не буду. Надя, Всё. я сейчас не с вами буду говорить, а с вашей мамой. Вот вместо Нет, того, с чтобы мамой. вместо того, чтобы бесполезно абсолютно прилагать усилия и бороться в этой ситуации за внучку, вы можете, конечно, это сделать, но, Пожалуйста. Нина, вы сейчас должны не внучкой заниматься, А а дочкой дочкой. своей. Вам дочь надо полностью обследовать. Дочери должны поставить нормальный диагноз. Потому что, когда стоит диагноз, ты понимаешь, что нужно лечить и как это лечить. Вы сейчас затрудняетесь даже обслуживать саму себя. Нет. Вы остаетесь то с мамой, то с супругом. Супругу вашему хочется сказать одно. С одной стороны, вы, конечно, молодец, что вы потрясающего ребенка зачали, родили, да, и сейчас вот нашлись достойные люди. Если бы ваших соседей рядом, да, в виде Можно, новых родителей временных, подождите, Надя, не было бы, да, неизвестно, где был бы сейчас ваш ребенок. У меня есть брат, у меня есть его жена. Могли ребенка моего отдать им? Примерно. Вот моему брату, он даже до сих пор говорит, почему мне не предложили? Потому что он не проявил такого желания. Почему? Документально, он не пришел в был? опеку и не написал заявление. А потому что не опека все уже отдала. Надь, здесь засада заключается в том, что когда вы не во всем дееспособны, Почему я дееспособна? ну, как говорит ваш муж, вы даже по дому плохо перемещаетесь без его Ну помощи. как я плохо? Я все дома Тогда, делаю, и полы мою, если вы дома стираю, нормально и варю, перемещаетесь, всё то делаю, да. разверните его к себе спиной, дайте ему большой пендаль, чтобы он побежал работать. Я не Если вы знаю. по дому нормально перемещаетесь. Поэтому сначала нужно помочь себе, и тогда у вас появится возможность помогать своему ребенку. Пока вы не занимаетесь тем, чтобы помочь себе, вашему ребенку будут помогать другие люди. Мы сейчас можем только полагаться на то заключение, которое мы видели. Поэтому, безусловно, для того, чтобы, в принципе, сделать какие-то основательные выводы и все-таки уточнить диагноз, это, конечно, госпитализация в стационар с адекватной диагностикой, где, соответственно, уже будет заключение специалистов, которое позволит нам понимать, в каком объеме, да, у нас, собственно, необходимо медикаментозное наполнение. Я не исключаю факт, что здесь, возможно, есть элемент тревожно-депрессивного расстройства, элемент послеродовой депрессии, он тоже может иметь место. Необходимо Надежде обратиться по месту жительства в кабинет психиатра с запросом на диагностику. Как человек и сам многодетный отец, Надя, я вам хочу сказать, что вам ребенка сейчас отдавать не надо. И я прекрасно понимаю и судью, который вынес это решение, и органы опеки. Кстати, хочу обратить внимание, сколько вот мы в этой студии говорим о том, что они не работают нормально, здесь, на мой взгляд, сработали правильно. Второе, рядом человек сидящий, я бы сказал, что у вас брак вообще фиктивный, если бы не ребенок, потому что он вам не муж. Он 4 раза уже туда сходил, за эту колючку, ему надо было куда-то упасть после 4-го раза. Вы, естественно, в силу своих вот этих вот ограничений, понятно, что для него вариант. Но в любой момент побежит и никакой помощи не будет. Я откажусь от инвалидской. Первой группы, скажу, мне не нужна. Потому что мне нужен ребенок, мне больше ничего не надо. Надь, вам не нужно сейчас плакать. Никто в этой студии вам зла не желает. Да все желают. Никто. Успокойся, Надя, говорю. вам все, что говорят, что вам надо пойти и обследоваться, заняться собой. Это закон жизни. Сначала помоги себе, потом своему ребенку. Так везде написано. Потому что если ты будешь в плохом состоянии, ты никогда в жизни не сможешь помочь своему ребенку. Мы хотим определить ее в настоящую семью, чтобы она выросла человеком. Ее родители лишены. Пьют сколько хочут, как хочут. И вы ее опекун. Да. И вы не молодеете, и девочка растет, правда ведь? Да. Я очень скучаю по дочке и хочу, чтобы она скорее вернулась домой. Вы можете ее в тюрьму посадить, и А внука она и так на вашего. условном. За алименты, за долг. Лена, бросай пить, восстанавливайся в правах. Этим людям никто ребенка не даст обратно. Точка. 20 лет вы пьете. Нет, я вообще не... Нет, вы хотите сказать, что я типа вообще алкаш? 7-го вышел на работу уже Трезвый. трезвый. Как на работу пьяный пойдешь? За 2 года, если вы так хотите вернуть ребенка, вы что сделали? Ничего. Они ненадлежащим образом исполняли свои родительские обязанности. А что они делали? И были ли сначала ограничения в родительских правах, или сразу было лишение?